Всех приветствую. Вот, наступила осень, сейчас начало октября, и самое время отправляться в осенний поход в Чернобыльскую зону отчуждения. В этот раз я, конечно же, не сам пойду. Получается, мы где-то 2-3 дня будем только по железной дороге идти. Ну и в итоге у нас выйдет примерно 9-10 дней в походе. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас жду поезд Никиты. Встречаемся и выдвигаемся в путь. Поезд Никиты опаздывает уже на 40 минут. Вот, я уже 2 часа тут стою, жду. Но объявили, что уже вот подъезжает. Чаечек заварим. Чаечек заварим вечером. Ох, хороший, не червивенький. Сказка. Ага. Я так понял, тут рельсы стырили. Да. Ну, туда, получается, на железку. Вон еще выше ход. На камни. Ну что же, вот и начался наш путь по прямой до Припяти. Отсюда и начинались первые сталкерские шаги в город Припять. Сама железная дорога проложена от Чернигова до Овруча. Железная дорожная линия составляет 177 километров. Также по этому участку раньше ходил поезд Москва-Хмельницкий. Этот железнодорожный участок строился в 1928 году, и в 1930 было открыто движение поездов. Нам предстоит пройти практически 50 километров по путям. Вот лично мне было интересно пройти этот маршрут, потому что эта железная линия проходит практически через джунгли. Если открыть спутниковую карту, то начальный путь в буквальном смысле весь в зелени.
Вот мы уже дошли до станции Вильча. Нам пришлось немного побегать, потому что по этой дороге проезжали машины, а по правой сторону от железной дороги находится какая-то база. Долго мы тут не задерживались, посмотрели местность и двинули дальше. Пройдя еще пару километров, мы решили перекусить, отдохнуть, накидаться всякими вкусняшками и двинуть дальше в путь. Нам повезло, потому что вдоль железных путей еще километров 5 была проезжена дорога. Мы решили сэкономить себе силы и пройтись по ней. Вот наконец-то мы подходим к сталкерскому ночлегу, станция Кливины. Нам пришлось немного подсобирать папороти, сосновых веток, чтобы подстелить себе под каремат, потому что было довольно-таки неудобно. Венок луны, надетый на бекрень, и млечный путь. Место довольно-таки разрушено немного, выглядит так себе, но распалив костер, место, конечно, преобразилось. Появилась сталкерская атмосфера, мы попили чаек, отдохнули и легли спать. А другой навстречу. О, мыши погрызли так. Вон дырка в мивину. Глянь. Капец. Небось там еще мышка лежит. Минус одна мивина. А, блин. Капец. Вон открытая мивина, ну слики. Обалденно вообще. На видео еще записано. Подходим уже к реке. Что-то она вообще красная.
Но вон там есть какой-то заход. Ну, нормальный более-менее. Природное жерло. А давай сразу с дном черпай. Природный источник питьевой воды. Кока-кола, какао. Как там Бодя? Пахнет ничем вообще. Как там Бодя говорил, Карпатська жерельна. Процесс очистки воды. Нам еще километров 30 до Припяти идти по такой ЖД дороге. Ну как, такие заросли. Попили чаек. И через 10 минут уже будем выдвигаться. Целый день пилять и ночью где-то прибудем в Припять. Вон Никит воду набирает. Пшт. Наверное, его не видно. Сейчас набираем водичку и будем пилять дальше. Атмосфера вообще шикарная. Вообще супер. Природа. Широкоугольный. Все, покидаем наше привалочное место. Собираемся и идем в путь. Класс, как листва падает. Вау. Ну что, погнали? Вот наша дорога. Теперь уже только по железной дороге идем. Это куда сложнее, чем по проезжей тропе. Какие деревья от пожара вообще. Ужас.
Опа. Опа! Водичка. Водичка, да? Будете пить, да, воду эту? Кока-кола. Да, вот надо. Пить-то хочется. А воды больше нету. Ну, с Богом. Давай. Не, когда Ну как? пить хочется, конечно, выпьешь. Порядок, да? И не такое выпьешь, да. По дороге, как все сгорело. Вообще все черное. Твои комментарии. Мои комментарии жопой в камеру. Что кошмарно это все, пацаны, просто ужас. У меня нет слов других. Так, очередной перекур у нас. Пьем кока-колу. Такая красота тут. Класс. Какое все красивое, красное такое. Этот гребаный штатив. Давай. Ты записываешь, да? Да. Все, вроде прорвались. Такая у нас преграда на пути. Сейчас пробиваемся. Оп. Ну возьми камеру. Медведи ломятся через бурелом. Очередной завал деревьев на нашем пути. Ты снимаешь, Никита отчаянный. Пытается. Пытается, по крайней мере. Ну не, я туда не полезу. да? Нормально. Я через низ. Проходим. Не, я не пройду. Ну давай. Так, Некит прошел. Я. Оп. Оп. Через низ. Такой тут завал.
вообще какими-то чигирями лезу. Капец. Оп. Блин, Вьетнам, блин. Он яр лезет там. Обходим завал дерева, гляньте. Дерево упало целое. Хорошие герои всегда идут в обход. Шпалы валяются какие-то. Она же там ждет, стоит. Погнали. Вот проходим очередной переезд. Природа, красота, железные пути. Вообще красота. Давай, мы этого места уволим. Решили мы сойти с рельс и зайти в село. Короче, сделаем крюк небольшой, но хоть пойдем по нормальной дороге. Красота вообще, природа такая. Или на реку. А если нам надо набирать еду и жрать. А тут мы должны, да, воду набрать, покушать и идти дальше. Что-то не похоже оно на мясо, если честно. Нет, такие видите, да? Сушилки похожи очень для дерева. Вот такие трубы. Дерево туда заставляют. Туда ее.
Ну вот она железка. Вот опять возвращаемся на родимую изначальную железную дорогу. И продолжаем путь до Припяти. Нам тут чуть-чуть осталось, уже километров 20 где-то. Ну что, погнали? Да. Но она уже более такая цивильная, чем та. Видите, какая дорога-то? Это ж на Буряковку, да? Да, это нормальная дорога рабочая. Вот подошли к переезду. Туда Буряковка, а нам дальше Припять туда. Штырь. Вот нам по дороге уже начали встречаться штыри. Да, я видос записываю. Тут главное не убиться. Там через каждых 15 метров а такой штырь торчит. Вот сейчас посчитаем. Метр, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, да, 15 метров. Ну, 15 метров, да. Ты думаешь, МСА что-то снимал? Я не помню. Да, что-то похоже примерно. А может и не здесь. Ну такое. Да, идем. Аномалия. Нормально, да? Штырь аккуратно, да. 1486. Блин, это домик заделали полностью. Вот она.
В Припяти мы были 2 дня. Перед тем, как выбираться на левый берег, я вспомнил, что у меня еще в Припяти остались схроны. Забрав пару пакетов с консервами, которые я оставил в прошлых походах в Припяти, мы пошли к себе в квартиру готовиться к ночной вылазке к левому берегу. К сожалению, ночью не получилось снять наш путь, так как ничего не видно, но получились неплохие ночные фотографии. Наступило утро в селе на левом берегу. Мы решили посетить церковь в селе Красно. Сейчас начался самый сок атмосферы зоны отчуждения. Заброшенные села, золотая осень и та самая мрачная волшебность. Пока мы сидели и отдыхали, мы еле успели заметить, что подъехала машина, и быстро бежали в кусты. В зоне нежелательно с кем-либо встречаться, так как это может быть полиция. Это, конечно же, оказались туристы, которые проходили буквально возле нас и фотографировали местность. Вот, к сожалению, начался дождь, и мы тихо перебрались в помещение. Это оказался, конечно же, туалет. Подождав, пока туристы не уехали, мы вернулись обратно в церковь. Наш камуфляж делал свое дело. За весь поход он много раз спасал нас. Был момент, что я искал Никиту, а он оказался в 3 шагах и сидел возле меня, а я его даже не заметил. Представьте себе, эта церковь абсолютно из дерева, была построена в 1800 году. Она пережила Первую и Вторую мировую войну. На данный момент сюда иногда приезжают отслужить панихиду. Родственники приезжают на кладбище помянуть близких. Каждый приезжающий и даже каждый сталкер пытается максимально поддержать это место в чистоте и в порядке, чтобы максимально сохранить это место.
Лестница подуставшая, уже хорошо. Васиха с маленьким олененком. За туманом огонек, как же он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги, милая весточку шепни. Знаю, ждет меня краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. Ты неси меня, река, за крутые. Сейчас уже второй день в селе на левом берегу. Вот. И решили сделать такую модификацию в доме. Нужно замазать печку в хате, потому что она пропускает дым. А заделать крышу, которая протекает. И вот сейчас еще старые разваленные хаты. Собираю вот такую глину по кусочкам. Ее, короче, надо будет размочить, размешать и заделывать щели в печке. Дом этот совсем разваленный. Ты неси меня, река, за крутые берега. Голубые у нее глаза, как ночка. Ну что, друзья, операция ремонт крыши продолжается. Ярик на крыше. Немного прочистили. Я сейчас буду снизу подавать шиферину, заделать, потому что там полный кошмар. Все течет. Вчера нас чуть не затопило там. Чуть не затопило. Там вон дырка, видите, огромная. Прям не отверстие, а тупо дырка в крыше. Как бы заделывать. Кто-то квартиры восстанавливает, стены красит. А мы крышу делаем. Шиферина нашли. Один шиферный гвоздь хороший. Сейчас вот это все прочистим. Будем задвигать. Будем задвигать. Он палку нашел. И просто сейчас упру вниз шифера и будем туда его закидывать наверх. Вперед. Сейчас покажу. Дыра какая-то. Это не отверстие, это тупо дыра. С крышей мы возились целый день, искали подходящий шифер, чтобы правильно закрыть оставшуюся щель. Наконец-то мы ее сделали. Осталось замазать щели в печке, но это дело уже оставили на следующие походы, так как сильно устали. Пока я искал глину для печки, я нашел лисью нору, в которой оказались далеко не лисы, и решил обмундироваться да запечатлеть кадры для фильма. Сейчас бах туда упала.
что же, дорогие зрители, этот фильм подошел к концу, а нам предстоит еще обратная дорога домой. В итоге мы прошли примерно 130 километров. В общем, в Чернобыльской зоне отчуждения мы провели 8 суток. Мне хотелось показать, что сталкер – это не поход в Припять на заброшке. Сталкер – это тот, кто идет. Сталкер – это тот, кто ищет. И сталкер – это тот, кто чувствует.